Всех приветствую на канале, и сегодня этим видео открываю цикл «Во что мы играли в 90-е годы», который будет состоять из нескольких частей. В них я расскажу вам про игровые платформы и игры, в которые мы массово играли. В каждом видео я буду представлять топ своих игр, состоящий из 20 игр. Игры до первого места размещены в произвольном порядке, ибо, как известно, что сколько людей, столько и мнений. Для кого-то игра под номером 20, допустим, является, под номером 1 и так далее. Это дело вкуса каждого. Целью видео было не возвысить или наоборот принизить какую-либо игру, а вспомнить, в какие игры мы все-таки с вами играли. И данное видео посвящено играм ZX Spectrum. И на 20 месте моего хит-парада находится игра Робокоп, или в простонародье робот-полицейский, который повторяет сюжет одноименного фильма, который вышел в 1987 году. Думаю, что сюжет вам не нужно пересказывать, все его знают. Кто не знает, может пересмотреть данный фильм, очень интересный. Игра подкупала тем, прежде всего, то, что она повторяла сюжет фильма, и играбельность тоже была на высоте. Вот как мы видим и помним вот этот момент, который сейчас будет, когда бандит взял в заложники женщину, и Робокоп через платье дамы просто прострелил причинное место бандита. Но здесь, конечно, не в полной мере не повторяет это действие, но мы также убиваем бандита, который прикрывается заложником. В эту игру мы играли очень массово. Она повторяла, как напомню я вам, сюжет фильма. Здесь даже можно было составлять фоторобот. Это копирует сюжет фильма, когда Робокоп подключался к базе данных от детройтской полиции Детройта, и составлял там фоторобот, выскакивал. Здесь нужно нам было вводить все вручную, составлять портрет преступника. И каждый раз он был новым. То есть он никогда не повторялся. То есть руку здесь набить было невозможным, что думая, что будет одно и то же лицо. В принципе, много часов я проводил за этой игрой. Напомню, что она в топ-параде стоит у меня на 20 месте. Но это не значит, что для кого-то она не может быть на первом. Я бы поставил ее на первом место, но на первом месте для меня, ребята, другая игра, в которую, когда мы дойдем, вы узнаете, что я также проводил много времени, играя в нее. На 19 месте хит-парада Брайан Кровавая Секира, или как мы его называли, Брайан Кровавый Топор. По сюжету игры викинг просыпается после заморозки из ледяной глыбы, в которой он пробыл сотни лет. Обнаружив, что на дворе 1983 год, он решает сделать то, что хотел сделать изначально, то есть завоевать Британию. Игра примечательна своим эзотерическим юмором, внутриигровая музыка, которая называется «Марш колокола свободы» Джона Филиппа Саузы, и, конечно же, красочный графон по тем временам. В целом, эта игрушка доставляла массу удовольствия, и я в том числе получил большое наслаждение, когда проходил ее. Единственный недостаток данной игры в том, что она очень быстро проходится. На 18 месте хит-парада игра из серии Монти про крота. Игрок, управляя кротом, должен был путешествовать по шахтам, собирать уголь, другие различные предметы. Видимо, хотел он отапливать свое жилище. И, кстати, версия данной игры была признана лучшей игрой всех времен и народов под номером 15 по версии журнала Yo Sinclair в 2004 году. Очень было выпущено много частей этой франшизы, и в нее было очень интересно играть.
17 месте игра A-Type. Игра была настолько успешной, что послужила началом для выпуска сиквелов. Выполнена она была в жанре горизонтального космического скроллинг-шутера. И по версии журнала YouSync игра занимала 6-е место. Игра также имела, хочется добавить, подзагружаемые уровни. Ну и в целом, ребята, она мне напоминает игру почему-то Contra, которая выпущена на платформе NES. Только в космической ее вариации. Ну и раз у нас зашла речь о контре, встречаем 16 место, Грайзер. Да-да, та самая игра, которую вы все практически знаете. Оригинал игры был разработан Konami в виде игрового автомата под названием из 3 слов Контора. В США эта игра получила название Contra, созвучным с названием японской версии, но в Европе ее узнали под названием Грайзер. Кстати, на титульном экране версии для Spectrum 128 килобайт звучит мелодия, использованная в конечной заставке для версии NES. А в версии 48 килобайт на титульном экране звучит биперная версия музыки с первого уровня версии для 128 килобайт. Вот такая вот фишка, ребята. Пятнадцатое место. Dynamite Dan. Игра, которая вышла в 2 частях, но в хит-параде присутствует первая часть. Выпущена она была в 1985 году. В стартовом меню, кстати, игры была использована музыка Моцарта, знаменитая турецкая ронда из сонаты для фортепиано номер 11. И в данной игре нужно было противостоять доктору Блицену и его помощнице Донни. Цель игры было похитить документы из сейфа доктора. Для этого нужно было собрать 8 динамитных шашек. И после того, как мы взрывали сейф, нужно было вернуться к месту старта и улететь на дирижабле. Так как мы изначально пребывали на дирижабле. Что еще хочется добавить? Здесь была, ребята, такая фишка. Игрок, который смог пройти игру до конца, после взрыва сейфа, получал шифр. И мог позвонить в компанию Mirrorsoft, которая выпустила данную игру, и якобы получить в качестве приза возможность совершить полет на настоящем дирижабле. Ну, насколько это правда, я вам не могу сказать. По крайней мере, ходили такие слухи. Ну и в самой игре это было написано, что вы можете позвонить в данную компанию и бла-бла-бла. В общем, игрушка была топовая в свое время. За ней я провел немало часов, пытаясь разгадать ее, так как описания изначально не было, и что тут нужно было делать, и как бы тоже все кумекали, исходя из своего интеллекта. На 14 месте расположилась игра «Путь взрывающегося кулака», или как мы просто ее называли, Fist 1, потому что было выпущено всего 3 части игры на спектруме. Напомню, что изначально данная игра была разработана для Commodore 64 и в 1986 году. Ну и, видимо, на волне успеха ее портатировали на другие платформы. В игре, вот как вы можете видеть, не было шкалы здоровья, была система знаков. То есть за каждый удар по противнику давался знак, либо его половина. Победа засчитывалась, когда у игрока было 2 полных знака. Ну, после успеха первой части игры в 1986 году вышло продолжение, которое называлось Fist 2 Legend Continues, которое оказалось скролл-платформером. И лично мне оно напомнило игру Каратека. Ну а третья часть называлась Fist Plus. Там было уже снова чистый файтинг.
в игру можно было играть одновременно 3 игрокам. Но если ты играл один, то, соответственно, 2 оппонента у тебя были компьютерными, то есть которыми управлял компьютер. В целом игрушка очень довольно годная, и также она напоминает игру International Karate. На 13 месте расположилась игра Panama Joe, которая является портом игры Месть Монтесумы, которую многие знают по платформе Atari. Также скажу, что игра была выпущена на Apple II и Commodore 64. Кстати, вот в некоторых версиях игры главного героя почему-то зовут Педро. В 1997 году было выпущено продолжение оригинальной игры «Возвращение Монтесумы» для Windows и Game Boy Color. И, кстати, вот версия Windows имела трехмерную графику и вид из глаз. Но на тот момент мы еще не знали об этом, что это такое, что это за графика, довольствовались тем, что у нас есть. Ну и, соответственно, играли вот в такие вот игры. На 12 месте расположилась игра «Зеленый берет». Игра была выпущена в 1985 году в разгар Холодной войны. Поэтому не мудрено, что здесь главным героем является эдакий американский спецназовец, который вовсю бегал и крошил русских. Но что можно сказать про эту игру? Игра представляет из себя экшен с боковым скроллингом. В версии для Spectrum было 4 уровня. В версии для NES было 6 уровней. Кстати, версия для NES называлась, многие ее игроки знают под названием Russian Attack, то есть атака русских. Ну и, соответственно, здесь не было никакого музыкального сопровождения, в отличие от NES. Ну, на NES игра, конечно, выглядит совершенно по-иному. Но, тем не менее, мы эту игру любили, в нее мы много играли. Особенно чего стоили скелетики, когда в них плевались мы огнеметом. То есть враги погибали, изначально от них такой скелет оставался. В общем, было прикольно. На 11 месте игра Joe Blade, выпущенная в 1987 году. Игра в жанре платформер. Про колоритного такого мужичка в гаповской кепке с усами, который уничтожал врагов, обезвреживал бомбы, освобождал заложников. Всего было выпущено 3 части игры. И, кстати, первую часть игры запретили в Германии. Бедные немецкие пользователи. А все из-за того, что вражеские персонажи напоминают солдат СС. Вот уж, кстати, не думал, что Германия пойдет на такой беспрецедентный шаг. Насколько помню, что Австралия держит пальму первенства по запретам различных игр. Кстати, в свое время они и Mortal Kombat запрещали. Тем не менее, Joe Blade любили и играли в эту игрушку. Лично мне нравились все 3 части, поэтому я бы разместил на данном месте все 3 игры. На 10 месте Военный флот. Первая часть, игра 1988 года. Всего их было выпущено, кстати, 2 части игры. И мало кто знал на тот момент, что данная игра являлась прямым продолжением игры Army Moves. В данной игре мы играли за подводного диверсанта, которого мы почему-то вот на заставке глядя называли за глаза Шварцем. Он должен был проникнуть на вражескую субмарину. Игра состояла из 2 подгружаемых частей.
Вторая, кстати, вот часть не могла быть запущена без пароля, который выдавали после прохождения первой. Но я считаю, это было справедливо, потому что никакого читерства и прочего. В целом, игрушка очень такая колоритная. Здесь и плавание было на лодках, и под водой, и перестрелки. В принципе, мне эта игрушка в свое время очень нравилась. Геймплей был хороший. А мы тем временем добрались с вами до 9 места. И на 9 месте игра «Диверсант», первая часть, которая была выпущена в 1985 году. И на мой взгляд, она была одна из наиболее сложных для меня игр на тот момент. В первой части игры за отведенное время нужно было найти дискету, а также обнаружить бомбу и благополучно ее заложить. Ну и после чего нужно было смыться с крыши на вертолете. В начале игры выбирался, кстати, уровень сложности, от которого зависели время на выполнение миссии, место расположения бомбы, провалы в полу. На высоком уровне сложности даже одно падение приводило к тому, что не хватало времени для выполнения задания. Всего было выпущено 2 части данной игры. И в 2015 году вышел ремейк этой игры на Nintendo Switch. Ну, в свое время я вам скажу, что игра была очень таки популярна среди геймеров, спектрумистов. На 8 месте игра 1988 года «Цель Отступник». Но игра являлась прямым продолжением игры «Отступник», выпущенной компанией Ocean. И в эту игру мы, помню, как правило, рубились вдвоем, даже пропускали уроки, сбегали со школы к какому-нибудь спектрумисту, брали с собой заветную кассету с данной игрой, ну и играли. Серия эта была гораздо популярнее, чем Double Dragon. Игра в стиле «избей их всех». Кстати, на спектруме 48 килобайт, как и на большинстве платформ, данная игра имела подгружаемые уровни. Но в моей версии, в которую играл я, а у меня был спектрум 128, игра загружалась в один прием. Но также игра была выпущена практически на всех платформах, в том числе и на NES она имеется, на которой, кстати, серия «Двойной дракон», мне кажется, гораздо популярнее. Ну а на спектруме серия «Ренегат» была гораздо популярнее, наоборот, чем Double Dragon. То есть в эту игру можно было играть дни и ночи. Особенно схватка с боссом радовала. Помню, как вдвоем по щам стучали ему. В общем, вот такие вот были у нас игры. Ну и раз уж мы упомянули игру из серии «Двойной дракон», то куда уж без нее. На 7 месте «Двойной дракон». Эту игру мы тоже любили. Очень в нее играли. Но тем не менее, мне кажется, «Ренегат» была более популярной серией на спектруме, чем «Двойной дракон». И, кстати, вот выпущенная ранее для аркадных автоматов, игра была портирована на другие платформы. И изначально главных героев данной саги звали Хаммер, молот, и Спайк, шип. А уже в портированных версиях они стали братьями Ли, то бишь Билли и Джимми. На протяжении всех частей данной саги братья противостояли банде Темные Войны. Но, повторюсь, серия «Ренегат», на мой взгляд, все-таки как-то была более популярна. Потому что, кому не зайди в те времена, все сидели и рубились в «Ренегат», а не в «Двойной дракон». На 6 месте пресловутая игра «Ренегат». Очередная игра в стиле beat 'em up.
Жаль, что очень она была короткой. А так, по идее, игра по тем временам была красочная, с хорошими эффектами, музончиком таким бодрым. Проходилась, правда, она очень быстро. Вот, и умеючи ее можно было, по-моему, минут за 15, если мне память не изменяет. Или даже того меньше мы ее проходили. То есть, когда противников вот сбрасывали просто в пропасть. Вот, да. И вот так она проходилась очень быстро. Ну а так, задорненькая, бодренькая игра. Мне очень нравилось. Очень рекомендую поиграть. Поднимет вам настроение. На пятом месте моего топ-парада игра под названием Ikari Warriors. Игра в стиле Run and Gun. В детстве мы в нее также переиграли неимоверное количество часов. Вот. И особо подкупало то, что можно было играть также вдвоем. Причем можно было садиться в технику во вражескую, то бишь здесь есть... В данной игре присутствует танк, и то есть мы садились, один бежал рядом с танком, второй ехал в танке, постреливая. И причем нужно было стараться не наехать на мину, вот. Или не забыть взять канистру с топливом. Ну и очень помогало как бы в борьбе с вертолетами это дело нам. Также можно было проапгрейдить снаряды для танка, и тогда вообще получалась песня езда на танке. Ну и опять же, если вспомнить, мы все пытались перевести название этой игры, как же оно переводится. Но если со вторым словом было все понятно, то насчет первого было столько вариантов и предположений, что просто рук не хватит на руках, сколько их было. А все гораздо оказалось, ребята, проще. Оказывается, что Икари в переводе с японского означает ярость. То бишь, ну, примерно можно перевести как яростные воины. И, кстати, главных героев звали Ральф и Кларк. Вот. Было выпущено 2 продолжения к данной игре. Victory Road в 1986 году и Икари 3 Спасение. Ну, если в 2 части я поиграл на Спектруме, мне довелось поиграть, то в 3-ю я уже, ребята, играл на NES. В целом игра мне доставила очень много позитивных эмоций. Рекомендую тоже, поиграйте, может она и вам зайдет. На 4-м месте расположилась игра под названием Боец-самурай. Битва Усаги Йодзимба. Игра 1988 года, которая была основана на комиксе Усаги Йодзимба, и в котором рассказывается о приключениях антропоморфного кролика, самурая. Особенно в этой игре меня радовала встреча со священниками, ну, которые тоже, естественно, являлись какими-то животными, и они произносили такие дзен-буддийские коаны, типа как «если увидишь Будду на пути, убей его». Игра подкупала тем, что хоть скроллинг в ней идет слева направо, по сути в игре есть ветки, которые дают, ну, некую, скажем так, свободу выбора пути. Система подсчета очков в игре, на мой взгляд, была реализована очень классно. То есть она основывалась на карме. Добрые дела ее поднимали, и злые, наоборот, ее уменьшали. Если карма Усаги падала до нуля, он просто делал сыпуку. Ну, так что в этой игре все как-то вроде, несмотря на то, что персонажи животные, в принципе, все по-взрослому. Наконец-то мы добрались до тройки лидеров. На 3-м месте игра Остров сокровищ Дизи 1988 года. Данная игра включена мной в топ-20 как представитель серии игр про Дизи. Потому что игры про Дизи можно смело размещать каждую из этих игр на нескольких местах топа.
Но я выбрал именно эту игру. И она на этом месте. Не как отдельная игра, а как вся серия в целом про Dizzy. Данная часть является сиквелом игры Dizzy The Ultimate Cartoon Adventure. Кстати, официально общий объем продаж именно этой игры на Спектруме составил более 250 тысяч экземпляров. Это только официальная статистика. А сколько было перезаписано нами этих кассет с играми про Dizzy? Ну, я не знаю, сколько было копий сделано. И, кстати, игра занимает 16 место в списке лучших игр всех времен. Всего об этой игре и не рассказать в двух словах. В нее обязательно, подчеркиваю, обязательно нужно поиграть. Ну, единственное могу сказать, что целью игры нужно было решить головоломки, приобрести лодку, вернуться домой к своему желтковому народу и предъявить иск турагентства, из-за которого Dizzy, собственно говоря, и оказался на данном острове. И на втором месте моего топа игра 1984 года под названием Night Lore. По сюжету, в которой главный герой в результате заклятия становится оборотнем. И в течение 40 дней он должен найти зелье, способное разрушить чары. Для этой цели герой отправляется в замок к умирающему волшебнику Мельхиору. К слову, эту игру я завершал на 35-й игровой день, соответственно. Если у кого-то получалось и раньше завершить эту игру, отпишитесь в комментах, как вы это сделали. Мне будет это очень интересно узнать. В целом игрушка о себе оставила только положительное впечатление. Рекомендую всем любителям Спектрума поиграть в нее. Это культовая, я вам скажу, ребята, вещь. Поэтому очень рекомендую. Наконец-таки мы добрались до первого места топ-парада. Ну, ты можешь сколько угодно с пеной изо рта доказывать, что ты был заядлым спектрумистом, но если для тебя эта игра не была под номером 1, извини, стопроцентным спектрумистом ты не являешься. Для настоящих спектрумистов, в том числе и для меня, эта игра навсегда осталась в сердце под номером 1. Кстати, вот не зря я эту обложку журнала вам показываю. Именно в ней в свое время печатали повесть Роберта Холдстока под названием «Темное колесо». Ну, я думаю, вы уже поняли, что это за игра. Первое место встречаем Элита. Сколько дней и ночей в нее было сыграно. Сколько потрачено было месяцев в поисках пресловутой планеты Раксла. Ибо, как верить игровым легендам, а также повести вышеупомянутого Роберта Холдстока, местоположение данной планеты было известно только пилотам ранга элиты. С пресловутой планеты якобы было возможно путешествовать в любую точку пространства. Позднее, кстати, один из разработчиков игры, Ян Белл, подтвердил, что, оказывается, планеты Раксла в оригинальной версии-то и не было. Однако игроков это все равно не останавливало в поиске. Слова Вайпер, Кобра, Таргоиды, корабли поколений также имеют скрытый смысл, понимаемый только фанатами данной игры. Игра начиналась с орбитальной станции планеты Лейв, и на руках мы имели всего 100 кредитов. Заработок денег тоже был обширным. От ведения можно было торговать, до контрабанды каких-нибудь там мимуртов, например. Вот. Можно было пиратить. На полученные деньги мы покупали улучшения для корабля. А для путешествия между галактиками нужно было приобрести дорогое, по меркам игры, конечно же, устройство, которое называлось галактический гипердрайв. В общем, если честно, ребята, поначалу эта игра на меня не произвела должного впечатления.
но после прочтения повести «Темное колесо» вышеупомянутого автора, я увидел ее в новом свете. С другими спектрумистами велись жаркие дискуссии, мы делились опытом, секретами и другими фичами по данной игре. В общем, данная игра была у всех на устах. Я имею в виду у каждого спектрумиста. Вот в такие игры, ребята, мы играли в 90-е. Вот такой мой топ-20 игр для Spectrum. Кто поностальгировал, вот, вспомнил те времена, хочет снова это повторить, или те, кто впервые хочет поиграть в те игры, не обязательно покупать сейчас какой-нибудь Spectrum Next. Для этого просто зайдите на сайт vivogames.ru, и вы можете поиграть в те игры, которые были представлены в топе, ну а также в много других игр. Ссылочку на этот сайт я оставлю на всякий случай в описании. Ну и те, кто хотел бы ознакомиться с повестью Роберта Холдстока «Темное колесо» по мотивам игры Элиты, я также оставлю описание. Можете скачать ее себе или почитать онлайн. Всем спасибо, до встречи на канале, пока.